Ну что ж, вот и пришел первый день моего годового марафона трансформации, марафона изменения. И я долго откладывал старт до первого дня. Если так разобраться, наверное, год или полтора. Я думал, записывать, не записывать, записывать, не записывать. И вот буквально вчера я записал то видео, которое вы смотрели в начале, как старт этого марафона. Сейчас первый день. И я буду все-таки стараться записывать с видео. Я решил, что буду записывать с видео. Не так, как говорил, что с видео хоть мне и тяжело. Но буду учиться, буду стараться. Что мы начнем в первом дне? В первый наш день я хочу понять, кто я. Это как бы очень легко сказать, но тяжело сделать на самом деле. Кто я, что я из себя представляю, не с точки зрения, кто я по профессии, кто я в семье, это тоже все надо понимать, но кто я сам для самого себя, кем я являюсь. Вот, это, кто я, это хороший вопрос. Сейчас я сам в этом не до конца даже уверен. Раньше у меня были четкие как бы ответы на это, да. По профессии я был длительное время там начальником отдела рекламы, маркетинга. 10 лет я занимался контекстной рекламой, социальными сетями и всем возможно таким, пока не пришла война. В 22 году прям активная фаза не пришла этой войны, я сам из Украины. Кто сразу говорю, будет говорить, почему ты не на войне, почему ты здесь сидишь. Не дай бог каждому из вас или хоть кому-то из вас пережить то, что пережил я. Я волонтер, я из Харькова, я из Северной Салтовки. Кто знает, что такое Северная Салтовка в Харькове в 22 году, когда началось наступление, это одна из самых горячих точек города Харьков. Там практически живого места не осталось от... Наберите YouTube Северная Салтовка, Харьков, и вы поймете, о чем я говорю. Именно 22 год вы сами все увидите, посмотрите. Я не хочу даже это вспоминать сейчас. Мы сейчас немножко про другое. Мы сейчас просто про другое. Возможно, когда-то я расскажу об этом, но сейчас я не готов чисто внутренне делиться всеми этими вещами, связанными с войной. Для вас пока будет хватит того знать, что я волонтер. Где, что, как и все тому подобное, я пока делиться этим не хочу. Может быть, в дальнейшем это я расскажу. Итак, кто же я? Сейчас-то понятие во мне как бы растворилось. Я не понимаю. Я человек, который пытается себя собрать заново из частей, из пазлов, из кусочков. И пытается сложить себя такого, какой я вот есть на самом деле. Не так, как меня выглядит кто-то со стороны и видит, не так, как меня видят другие люди, такого ответственного, да, какого-то такого устремленного к чему-то, а тот, каким являюсь я на самом деле. Это очень тяжело, без масок, без каких-то там ширм, показать себя таким, какой ты есть. Но если этого не сделаю, я чувствую, что я могу просто сойти с ума. Я хочу попробовать. Я хочу попробовать изменить себя в этом. Я думаю, некоторые из вас такие же, как я. Некоторые чувствуют, что они проживают чужую жизнь, не свою, и хотят это изменить. Ну, вот это, наверное, понимание этого в первый день моего пути, ну, это как бы дорогого для меня стоит. Зачем я это вообще записываю? Наверное, чтобы в дальнейшем послушать самого себя через некоторое время, через там полгода, может даже через год, не знаю. Я, если заметили, даже часто подсматриваю в монитор, потому что я накидал тезисы себе, чтобы не путаться. Мне тяжело, настолько тяжело об этом всем говорить, что я теряюсь, я путаюсь даже вот в фразах, несмотря на то, что в принципе я могу много говорить на камеру, но вот так вот открыто я
Мне тяжело. Тяжело это реально говорить. Сейчас я до конца сам не уверен, правильно я делаю то, что я начал этот процесс вот этого пересобрания как конструктор Лего самого себя. Я человек, который, знаете, это как в «Железном человеке», в фильме «Железный человек», да, кто ты без этого костюма и достоин для этого костюма. Вот война мне показала то, что жизнь очень коротка, и то, что нужно жить так, как хочешь ты, не в том плане, что там хочешь действовать, поступки противозаконные какие-то делай, либо что-то такое, а делай то, что хочешь ты, так, как хочешь ты, потому что жизнь очень-очень коротка. Мне сейчас 40 лет, я всю свою рабочую сознательную жизнь, по сути, делал не то, что я хотел. Я не был бедным человеком, я не был богатым человеком, я был стандартным обычным человеком, который ходил на работу, занимался какими-то проектами, развивал чужие бизнесы, пока не пришла война. Пока все не было разрушено в один день, по сути. Но черт возьми, я хочу попробовать себя восстановить. Я хочу самому себе показать, что вот он я живой, я сильный, я целостный, я живу полной, насыщенной жизнью, такой, какую я хотел жить всегда. И я никому ничего не должен. Мы часто должны всем вокруг, все от нас чего-то хотят. Но вот теперь я хочу сам от себя. Хочу сам себе сказать, что хватит. Хватит делать все для всех. Надо делать что-то и для себя. Вот это понимание моего первого дня, начало вот этой такой проработки небольшой, ну, как-то так. И если ты смотришь, не жди каких-то мотивационных речей, здесь не будет красивой картинки, скорее всего. Будет просто один человек, который пытается не сойти с ума, пересобрать свою психику, пересобрать себя воедино в это тяжелое время для того, чтобы восстановиться, несмотря ни на что, собрать все в единое, целое, свою жизнь, свои мысли, свое здоровье, свой дух и идти прямо, несмотря ни на что. Прийти прямо к успеху, к той яркой, насыщенной, красивой жизни, пройти войну, остаться живым, остаться здоровым, сохранить семью, начать заниматься любимым делом, начать делать то, что нравится. И через все это пройти к успеху. Самое главное, чтобы я и моя семья гордились мной, гордились тем, что у меня получается, видели то, что я это делаю для себя, и делаю это с любовью, и я это делаю для них, и что будет все хорошо. Вот это вот все я бы хотел подытожить в единое целое. В конце вот этого первого дня я прихожу к пониманию, что если я сейчас начну этим заниматься, вот сейчас я все брошу, через боль, через стресс, через беспокойство, через все это я начну этим заниматься всем, через какое-то время, я для себя взял планку год, я приду к тому, чего я хочу на самом деле. В первую очередь, я хочу привести в порядок свою голову. Про это, скорее всего, и будет следующая серия с завтрашнего дня. Так как я обещал, серии будут выходить каждый день. Это будет, конечно, тяжело. Качество видео, скорее всего, будет не очень, потому как получается, так и записываю. Без обработок, без ничего. Но я постараюсь выпускать серии каждый день. Собирайте себя по кусочкам, по крупицам. И не давайте жизни раскидывать себя везде, разбивать себя, как хрустальную вазу, просто об бетонный пол. Запомните то, что вы рождаетесь и умираете наедине с самим собой. И только перед самим собой
вы всегда будете в ответе о том, как вы жили. Бог нам дает, отмеряет длину нашей жизни, насколько она длинная, но полноту и ширину нашей жизни отмеряем только мы сами. Не давайте жизни и обстоятельствам вокруг вас загонять вас в тупик, в такое состояние, что вы не знаете просто, что делать. Только вы можете управлять своей жизнью, так как вам жить, это решать только вам одной или только вам одному, вне зависимости от того, кто вас окружает рядом. Потому как в конце вашей жизни вы не сможете сказать, что виноват этот, виноват тот. Как я еще раз сказал, возможно, длину нашей жизни отмеряет Бог, а вот полноту и насыщенность и ширину нашей жизни только мы сами. Вот такой вот вывод первого дня. Хорошо, увидимся завтра. Во втором дне, ну что, пора идти, пора пробовать себя менять. До завтра. Пока-пока.